Всем привет, друзья! Сегодня я в гостях у своего еще одного кума. Одного вы видели. Это мой второй любимый кум. Он покрестил мою дочку. Ну, кто не знает, кумовья — это тот, кто крестил чьих-то детей. Его зовут Мурман. Очень приятно. Мы у него в гостях. Он меня позвал в гости. Мы будем сегодня жарить шашлык. Так как мы это всегда делаем, ничего особенного не будет, но будет все вкусно и красиво. Да, кум? Однозначно. Ну, Жду не дождусь. да? Конечно. Ну тогда наливай. Все, согласен. Рифат пьет с нами? Конечно. Ну, по крайней мере, чокается точно. Вы не Давай, набрали Рифат. вина? Ты мало налил, кум, вина, да, в графин? Да. Я вообще обычно не пью. Пью очень редко, поэтому не знаю, как тут по Да, если бы это было по-другому, ты бы, наверное, уже был бы уже хотя бы в одном ролике. Ну в Но одном он ты был. Когда барана делали в земле. Ягненка, да. Кстати, Жорик — это Мурмана родственник, с которым мы барана запекали в земле. Так, Георгий любит готовить, любит выпивать, любит говорить. любит говорить. Рифат. Это я с вашего видео помню, постоянно все говорят Рифат и дают ему бокал. Вот. Ну что, дорогие мои, с вашего позволения, я рад вас видеть в моем очаге, в нашем очаге. Как и говорил, жду не дождусь мяса, потому что мне позвонил кум и говорил, что он скоро приедет. Но говорил он это с 9:30, по-моему. И вот до сих пор я не ел. Сейчас уже начало 5. Ну, друзья, вы видите, да? Где бы мы ни были, в какой компании, закуска для вина у нас одна. Сыр. Спасибо, кум. Зелень. Сыр домашний, выдержанный. А что за мясо сегодня? Какие кусочки тут? Патронтаж твой любимый, да? Не называешь даете это? закусить даже. Как всегда, пистолетики. Баранина дагестанская. С такой же бараниной мы готовили хинкал. Сейчас мы ждем еще одного нашего дорогого друга. Он очень крутой доктор, хирург. Короче, нам всем помогает, всех лечит. Очень серьезный парень. Сейчас вы его все увидите. Где он? Никита Сергеевич! Второй человек георгиевский. Здравствуйте, всем здравствуйте. Приветствуйте, Здравствуйте. Даже у Малахова он был на передаче. Привет, брат. Здравствуйте, всем привет. Кум, наливай. Да, нормальная поляна уже так и все. Ну вот пока вот, да, только начинаем. Только тут нет, покрепче нет. Сейчас начнем. Никит, ну давай, так как ты опоздал, скажешь нам тост. Ребят, давайте за встречу. Давно не виделись. Хорошо, что собрались. Мир этому дому. Да, всего самого хорошего, чтобы почаще так собирались. Давай. Мир нашим, дай его. Кума, мясо когда будет все-таки? Сейчас начнем. Я быстро пожарил мясо, мне нужно остаться одному. Все, вы идите, Да. а я буду мариновать. Пойдем, там были отбивные. Так, Рифат, ты помнишь, в прошлый раз мы делали смесь для белого соуса? Там был кориандр, перец и соль. Да. И потом она осталась, и Толя сделал маринад из нее, посыпал шашлык. Мне очень понравилось. Вот я сейчас хочу сделать точно такой же маринад. Мы взяли ступку, добавим сюда кориандр, добавим сюда соль, и добавим сюда черный перец. И хорошо все это перетрем. Готово? Значит, берем прям вот этой смесью и посыпаем.
Патрончики, как всегда. Не только пистолетики. И теперь делаем вот такие движения. Чтобы специи зашли в мясо. Какой аромат. Аромат, да, кориандр вообще. Кориандр, кто не знает, это кинза. Это семена. И теперь я сделаю вот так. Кому-то, может быть, не понравится, но я сделаю вот так. Этот кусок я запомню. Я так проверяю на соль. Соли здесь мало, поэтому я еще добавлю чуть-чуть соли на каждый. Вот так. В ступку мы добавляли соль для того, чтобы хорошо растолочь перец и кориандр. Соль там служила абразивом. А здесь нам нужно досолить теперь. Потому что не соленая баранина — это очень невкусно. Барашка любит соль. Ребрышки. Так, переворачиваем и делаем то же самое. С другой стороны тоже приправы. Любишь ты пистолетики, да, Сергей? Ну да, но это шашлычное мясо. Можно пожарить из задка тоже, мякоть, но его нужно мариновать по-другому. Там нужно добавить айран, чтобы размягчить это мясо. То есть лук, там. Кстати, вот ты за айран сказал, в комментариях читал под предыдущим роликом, люди пишут, что такое мацони. Мацони, мацони — это кисломолочный продукт. Это как йогурт, как айран, то же самое. Ну, я думаю, он в России в любом крупном магазине продается. Мацони, да. Это легче один раз попробовать. Сейчас уже везде есть в магазинах и айран, и мацони. Единственное, что я скажу, что он будет точно не такой, как домашний, потому что вот я сколько брал магазинный айран, он очень мягкий, такой ближе к кефиру похож. А домашний вот у нас здесь делают на Кавказе, он очень кислый, очень ядреный, и у него такое послевкусие, аж вот так хочется вот так вот сделать. Отлично описал. Да, кто пробовал, тот думаю, лайка поймет. заслуживает такое описание. Так, мясо замариновали. Сейчас мы его теперь оденем на шампур, оденем овощи на шампур и оденем картошку. Сегодня, кстати, у нас будет харавац. У нас так это называется. Вообще по-армянски харавац — это шашлык. То есть, все, что пожарено там на углях. Но это в России принято называть харавац. В Азербайджане называют это аджаб сандал. То есть, где как. В общем, овощи, пожаренные на углях. Так, надеваем баклажаны. Вот таким образом. Вот так поперек ты их насаживаешь, да? Да, я сейчас на второй шампур буду их надевать. Так, этот маленький мы его оденем в конце. Теперь кладем на поднос и берем второй шампур. И теперь вот так. Вот так и будем ставить на мангал. Ставим в сторонку. Берем болгарский перец. Сочный. Как продавщица говорит, вам мясистый болгарский перец нужен. Исключительный, да? Да. Вот так. Кладем сюда. Так,
насадим 3 острых перца. Я называю острый, не знаю, почему говорят горький. Горький и острый, по-моему, это разные вещи. Острое вкусно, а горькое это неприятно. Ну, в общем, вот так. Насадим перец. И теперь помидоры. Помидоры, кстати, сочные, хорошие. Они у тебя как на подбор. Да. Вот так я оставлю. 5 штук на такое количество нам хватит, а то салат будет сильно жидкий. Этим мы съедим так. Так, надеваем пистолетики. И что хочу сказать. Баранина молодая, это ягненок. Если какой-то кусок не лезет на шампур, не надо из себя корчить великого шашлычника. Этот кусок можно всегда пожарить на сетке. Поэтому надеваем, как говорится, то, что надевается. Так. И старайтесь надевать одинаковые кусочки, Почему? чтобы жарились равномерно. Если надеть разные куски, один будет, особенно когда там выпирает что-то, там будет обгорать, жариться быстрее. То есть один кусок уже сгорит, а другой еще не пожарится. Патронтаж я советую жарить целиком на одном шампуре, потому что когда ребрышки разделяешь, сочность уходит. В общем, разрезать будем. Разрезать приготовиться. Готовые, да. То есть вот так он пожарится намного лучше и будет вкуснее. Здесь у нас чуть-чуть разделилось, поэтому сделаем вот так. Сначала пропустим его через ребро. Вот так. Потом зайдем в другое ребро. И тогда уже вот так по всей длине. Вот так. Так будем жарить. Так, ну с картошкой вы с нашей уже знакомы. Мы покажем еще раз, что мы делаем. Так, сейчас я пойду возьму нож. Мы отрежем у картошки вот эти части. Для чего я это делаю, я сейчас расскажу. Сегодня у нас мангал у кума широкий и шампуры длинные. То есть вот эти шампуры, которые тонкие, они туда не поместятся. И для того, чтобы картошка не лопнула, нужно отрезать вот эти жопки. Ну, не знаю, некоторые меня ругают, что я говорю жопки, но я не знаю, как по-другому их назвать. Что это? Ну, тебе в комментариях накидают варианты. А, все, да, скажите, как это можно по-другому назвать. Начинаем насаживать картошку. Курдюк. Картошка. Такие бочонки получились. Да, видишь, шампур широкий, но за счет того, что отрезали жопки, она не лопается.
Кстати, многие просили с картошкой что-нибудь сделать. Да. Давно не было это у нас. Вот, кстати. Давно не было. Мы начали снимать осенью наши ролики. Сейчас весна, и молодая картошка самая лучшая для шашлыка, потому что она сочная. Со старой тоже можно, но молодая все равно вкуснее. Вообще для этого блюда используется молодая картошка. Ну, когда зимой нет молодой, можно использовать любую. Вот сейчас я ее одеваю, и у меня вся рука мокрая. Она сочная. Пошинкуем картошку. Друзья, теперь лайфхак. Для того, чтобы картошка получилась действительно вкусной, нужно взять кусок жира, курдюк, сало, масло и вот так втереть во все прорези, которые мы сделали. Так специи, когда жир будет таять на мангале, специи будут проходить внутрь. От маринада у нас остались специи с солью. Вот их мы и посыпем на картошку. Напомню, здесь перец, соль и кориандр. Пора жарить овощи. Будем разжигать огонь. Овощи я жарю на огне. Не на углях, а на огне. Они должны обгореть. О, кум подошел. Пора выпить, кум, да? Кум, теперь, с твоего позволения, я скажу тост. Спасибо. Я очень рад, что мы сегодня с тобой встретились. За то время, пока у меня есть YouTube канал, мы много раз встречались. Но так, чтобы вот мы встретились и еще и записали ролик, сегодня первый раз. Я хочу от себя сказать моим подписчикам, моим зрителям, что это очень мой дорогой человек. Я вас знакомлю только со своими друзьями, только с достойными людьми, которых я люблю и уважаю. Будь здоров, вместе со своей семьей, со своим сыночком. У Мурмана родился год назад сыночек, скоро будет годик. Да? Скоро будет год. Будем отмечать. Савушки. Может быть, мы это мероприятие снимем. Оно будет очень громкое, шумное. Кум, за тебя и за твою семью. Вместе Будь с вами. здоров. Да. Спасибо, дорогой. Спасибо. А вот так обжигаешь, да? Да, кожа должна обгореть, и будет такой аромат костра. Угли такого не дают. Давай теперь болгарские тоже. Видишь, еще рано, полностью должны обгореть. Вот так должны обуглиться перцы. 2 уже готовы, а этот ставим обратно. Болгарские перцы переворачиваем на другую сторону. Баклажаны дольше всех жарятся. Опа! Болгарские вот эти 4 тоже уже.
готовы. Они сами уже слетают, да? Это значит, что готово. Вот этот, который у нас был в конце, вот его мы дожарим. Если баклажаны и перцы мы жарили на огне, то помидоры мы будем жарить на углях. Исключительно. Да, вот угли красные, жарим помидоры. Сейчас остальные все угли чуть-чуть накроются шапкой, сединой и поставим баранину с картошкой. Жар капитальный. Да, сейчас пока нельзя. Вот люля можно было бы уже сюда поставить, а баранину еще пока рано. Чуть-чуть нужно. Пришло время ставить барашку. Все, Мурман дождался наконец. Да, Мурман, Мясо пошло. Никита, все голодные. Ставим жирком вниз и 2 шампурика картошки. Вот как раз. Сочной картошки. Сочная, да. Стоит подметить. Смотрим, что с помидорами. Еще рано. Еще должны красивые сильнее стали. поджариться, да. И уже вот так они выглядят в почищенном виде. Добавим сюда помидоры. А это блюдо подготовим под шашлык. Финальный штрих. Кум, мой дорогой, ну вот мы пожарили шашлык, наконец-то все дождались. Давай, я хочу выпить за то, чтобы у нас всегда было что покушать и с кем выпить. Самые близкие люди, как мы уже говорили, мирное небо над головой, любовь, дружба, все самое хорошее, что Бог дал людям, чтобы у нас это все присутствовало. Давай. Христос Анечки, Христос Анечки. Здорово будь.